Добрый день, друзья! Сегодня мы снимаем мастер-класс по пересадке орхидей от Александры Красиной. Александра, будем знакомы. Я думаю, что немного о себе расскажет сама Александра и покажет пересадку двух орхидей. Одну будет пересаживать Александра, вторую будет учиться пересаживать Ирина. Будьте знакомы. И у нас есть маленький круг покупателей, подписчиков моего канала. Мы тоже рады, что они пришли посмотреть на мастер-класс. Несмотря на погоду. Да, несмотря на погоду. На улице идет дождь, а у нас мастер-класс по пересадке орхидей. Александра, вам слово. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду рассказывать, наверное, то, что многие знают, для того, чтобы даже в целом не то, чтобы научить, а может быть напомнить и уже обучить новичков, потому что когда покупают у меня растения, которые прибывают у нас из Азии, в сфагнуме, как раз вот много вопросов по пересадке, по адаптации, как их перевести и как дальше содержать. Ну и непосредственно расскажу немножко о растении. Значит, себе, Саш. Откуда такие знания? Вообще по образованию я педагог-психолог. Я, наверное, около 20 лет проработала в школах. И зарплата, сами знаете, у нас всегда маленькая. И я стала подрабатывать вот как раз непосредственно цветком. И часто у нас были выставки в Москве, это Орхидеум знаменитый, где мы можем друг с другом общаться, знакомиться. И первый раз побывав там, посетив мастер-класс, мне вообще все там понравилось. Там, конечно, такая великолепнейшая аура, обучение, там можно найти в свою коллекцию всевозможные растения, там очень интересно. И общаясь со многими, у кого есть специализированное образование по данному направлению, мне очень тоже захотелось его получить, повысить свои знания. И вот я сдала на агронома теплицы. Это такая специфика узкая, но имея свою теплицу, такая она у меня небольшая, старенькая, но имея, я надеюсь, на расширение пойду, я вот получила образование, которое непосредственно помогает мне применить свои знания и расширить свои знания. Ну и непосредственно применить эти навыки и расширенные знания на то, с чем я взаимодействую. Потому что я, в принципе, сейчас профиль свой поменяла, консультирую крайне редко, в основном дистанционно. И можно сказать, что я теперь стала психологом-цветочком. Это прекрасно. И получаю вот такие цветы. Размер у них очень часто спрашивают, какой размер, как понять. Это размер горшка или цветка, потому что у нас азиатские наши друзья, они все размеры пишут растений в дюймах. Вот это у нас будет для примера, для пересадки размер 2,5 дюйма растения. Меньше это у нас 1,7, то есть примерно как ладонь ребенка, 2,5 это как ладонь взрослого человека. Мне удобнее исчисление в ладонях, потому что здесь и привычно, и наглядно, и можно увидеть размер. И нужно учитывать тот факт, что еще размер 2,5, допустим, может влиять и зависеть от еще самого сорта. То есть, если это мини, то размер 2,5 кустик будет все равно меньше, размер стандарта будет крупнее. И если говорим о грандифлоре крупноцветковом, то, естественно, куст будет выше, больше и длиннее сам кустик, сам листик. Итак, значит, когда мы получаем вот такие растения, мы их должны осмотреть. Это ваш будет, этот мой. Я не мешаю. Значит, что касается растения. Очень часто, когда мы получаем вот в такой форме растения, мы уже начинаем крутить, смотреть, приносим его домой. Непосредственно, когда получают растения от меня, они, как правило, все адаптированные. Но когда мы получаем их почтой, конечно, нужно, чтобы неделю, 10 дней, 2 недели адаптировались растения. И частый вопрос, как поливать. Как поливать? Это верхний полив без замачивания. Потому что у меня очень часто покупатели, когда получают, они, естественно, просушенные. Иногда даже тургор теряется, и тургор нарушен, и можно по внешнему виду увидеть, что лист, он сетка идет, висит, болтается, вниз направленные листья. Если вы получили почтой такое растение, нужно полить по краю горшка
и положить на бачок, вытянув листья вот таким образом. В этом случае тургор возвращается за сутки, максимум за двое. Если вы видите, что не вернулся, тогда нужно корневую смотреть. Достать растение, предварительно размочив в водичке в тепленькой, отделить, посмотреть сфагнум, посмотреть корневую. Корни, вот что у первого растения, что у второго, они еще не заняли весь горшок, у них есть, да, в росте, вот они в активном, видно, что корни все живые, но они еще, в принципе, могут в этом горшке жить, год точно. Поэтому, если у вас нет проблем с тем, чтобы полить и не перелить, то можно вот так и оставить, хотя бы на 2 недели. Если вы видите, что есть повреждения или какие-то нюансы, то лучше, конечно, пересадить. Но мы пересаживать будем сегодня в кору. И по пересадке сразу, значит, мы поговорим с вами. Значит, мы получили растение, мы его осмотрели. Если нет видимых причин для пересадки, то лучше оставить на 2 недели для адаптации. Я свои растения содержу в теплице под светом, под лампами. Так, сейчас мы с вами будем начинать пересадку. Очень частый вопрос, какой горшок выбрать. Но вот я очень часто рекомендую закрытую систему, пересадка в кашпо. То есть вот такие вот стаканы, это уже считается кашпо. Кашпо — это горшок без дырки. Можно использовать стаканы, бокалы. Если это 1,7 маленькие или анимашки, то можно использовать маленькие там рюмочки или маленькие стаканчики пластиковые, одноразовые. И пересадку сделать в них. Я дырку не делаю, отверстий у меня нет. То есть они, получаются, закрытые, да. Дырок, отверстий нет. Если вдруг... у нас получается хорошее растение, я не вижу внешних никаких проблем и причин. Да? Шейка, основание отличное, растущий корешок, все чисто. То есть у нас получается, что проблем в замачивании нет. Если вы вдруг видите, если вдруг вы видите, что подгнила где-то корневая или с шеей проблема, то нужно достать растение, предварительно размочив сфагнум в воде. У нас он уже размоченный и отделяется, в принципе, не проблематично. То есть вот у нас кустик. Название не перепутайте. Там названий нет. Как бы я выбрала 2 растения. Они идут под миксовкой. Это микс? Да, это получается растение от Сонья. Это очень знаменитый садовник. У него прекрасные мутанты. В основном он специализируется по ним. И вот я у него закупила в этом году, по-моему, 300 сюрпризов, которые активно продаются. В Москве они очень хорошо шли. Многие хотят от этого садовника растения и ждут. Вот очень, очень интересные у него сорта и гибриды. Итак, мы отделяем сфагнум. Посмотрите на мою картину. Вы видите, какое чудо. Ух ты! Целая... У вас там рулет. Да. У меня здесь все в корнях. Да, корневая хорошая. Ира, как вот из такой корневой системы добыть мох? Да. Я вот смотрю, что он тут еще в стаканчик внутри. Нужно аккуратно, не спеша. Не надо спешить. Получайте удовольствие от вида корней, от растения. Правильно. И вообще, уважаемые архаманы, со стажем архаманы, или новенькие, или те, которые в перспективе у нас к нам присоединятся архаманы. Орхидеи – это волшебный цветок. Он вам в наше непростое время даст столько радости, столько позитива и просто будет вам по жизни вашим добрым другом и товарищем. Поэтому присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Ведь я права, правильно? Ира, браво! Когда бывает очень плохо, подойдешь к орхидейкам и забывается все. Кого-то полить, кого-то полечить, с кем-то поговорить. Так что это Это точно. очень Особенно, когда их хорошее. 5000
теплице, там вообще все забывается. Осталось поговорить. У меня дети так всегда: мама, почему ты такую сложную профессию выбрала? Мы тебя почти не видим. Вот они у меня страдают. Ну, да. У нас еще есть ритуалы определенные перед сном. Мы там валяемся на кровати, потом у нас сказка, песни, и засыпают они под одну и ту же песню определенную. И я, когда на выставке уезжаю, я им болтаю сказку на WhatsApp, на аудио и отправляю. И вот они, это если мне некогда, я поваляться, они: мама, почему ты такую профессию выбрала, при которой мы не можем Я поваляться. отстала чуть-чуть от Ну вот я вас. покажу свою. Да, показывайте. А я пока что. Но у меня же, посмотрите, у меня Да, же у вас прям просто, перипетии. Да, просто чудная корневая. Но мне здесь замазывать нечего. Всегда очень часто ствол внутри сфагнума имеет темноватый оттенок. Вот он. В силу того, что там закрытая уплотненная субстанция, субстракт, и немножко, как бы, когда вот у Елены эти видео я смотрела, когда она рекомендует после получения разрыхлить немножко и сделать прослойку воздуха. Это очень хорошая рекомендация для данной посадки. Но здесь этого не было сделано, поэтому у нас здесь есть Ну, 5000 затемнение. орхидей, понятно, Саша. Да, это самое малое. Вот, если есть желание, или если есть, допустим, вот именно гнилостный процесс на шейке, то я использую фунгицид. Вот здесь у меня бенлате. Ну, как бы для наглядности покажу. Мерная ложка, здесь у меня литр, 1 грамм на литр идет у нас этого фунгицида. Вот я отмеряю, 1 грамм отправляется в воду, вода теплая. Размешать. О, пока я размешиваю, можно вот у Ирины посмотреть на эту красоту. Да, просто удивительная корневая. Видно, что орхидея сильная. Я надеюсь, что она переживет все вот эти манипуляции и пойдет в рост. Конечно. Другого у нее выбора нет. У нее нет просто другого выбора, да. Поэтому я, если б честно, первый раз вижу в таком вот размере, в покупных вот орхидеях, азиатах, вот такие шикарные корни. Вот честное слово. Это ты редко бываешь на выставке у Саши. Да, значит, я беру на Но у вас заметку. стволик тоже, да, черненький, темненький? Он не черный, не гнилой, но Нет, он- корни видно, что потемнели. Ну, коричневый тому основанию. Но есть тут чуть-чуть. Это вот так. из-за того, что Вот. содержание сфагнуми. Это не болезнь, не зараза, потому что некоторые пугаются и думают, что это обязательно заболевание. Если для профилактики и если для того, чтобы минимализировать стресс, то в данную воду, в тепленькую, повторюсь, с фунгицидом, можно опустить все растение буквально на минуту, на 2 минуты максимум, либо корнями опустить, чтобы исключить заражение. Обязательно после того, как вы опустили, подержали, положить на поверхность и просушить. Хотите, тоже опускайте. Так, давайте. Держать недолго, минуту-две. Да, у вас там У меня же корневая корневая, да. очень сильная можно положить. корневая. Вот тут, может, на бочок как-то. Ну, у вас, видимо, какая-то, мне кажется, еще будет ароматная. Потому что ампельный лист, он тонкий. Как правило, вот сорта, все те, которые имеют данный лист, вот я заметила, они ароматят. Когда зацветет. Ну, 2-3 минуты, не больше. Достаем, кладем на поверхность и сушим. Чтобы быстрее высохло, можно на газету, на бумагу, Да. мягкой фактуры, чтобы быстрее все у нас присохло. Пока сохнет, да, можно присыпать корицей. Я тебе принесла. Спасибо. Присыпать корневую антисептиком природного характера. Это у нас корица, уголь активированный, либо зола костровая. Но так как я живу в частном секторе, у нас, ну вот у меня в основном используется зола костровая, либо уголь, но мелкой-мелкой фракции. Так, чтобы минимализировать, ну мы уже как бы минимализировали фундазолом бенлате, ну как бы это фунгицид бенлате.
Мы минимализировали попадание заразы внутрь растения, но на всякий случай вот мы показываем все способы, как можно помочь орхидее избежать заболеваний и заражения. Итак, это обыкновенный фондазол, может быть, японский, да? Потому Да. что наше название это фондазол, Да. у них он называется, вот ты называешь Бенлате. бенлате, или еще бенлат он называется, у него 3 названия. это может быть я так называю? Да, я называю... Нет, нет, американское название, Да, есть да, да, японское, есть европейское, есть, есть наше, Это российское. фондазол, Фондазол. чтобы было понятно. Да, Начнут искать бенлате, это наш обыкновенный фондазол. да. В магазинах он чаще всего не продается, но на маркетплейсах Озон, Вайлдберрис, ну, бывает очень часто. Цена Небольшая, небольшая, да. невысокая цена. Да. Но у нас в маленьких магазинчиках в Геленджике можно в обычных садовых купить. У Но нас это тоже в как бы- одном единственном магазине можно в Ростове купить. Да, у вас Но так. не все туда могут тоже доехать, город большой. Да, нам больше повезло. Итак, теперь мы смотрим фракцию. Очень часто спрашивают, какую фракцию выбрать для корневой. Чем больше корней, чем они шире, тем должна быть выше и больше, шире сама фракция. Вот это у нас 12/18. Она классическая, самая популярная. Фрактовая эта кора, она уже готовая к использованию.